Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите канал Иртенте. В эфире передача «В мире интересного». Если магия на этой планете существует, то она заключается в воде, писал Лорен Айзли. Убедиться в справедливости слов американского эссеиста помогут те восхитительные водопады, о которых мы сегодня и расскажем. Прическа ведущей программы от мастерской красоты Гульнары Чекоевой «Good Vibes». На условной границе американского штата Нью-Йорк и провинции Онтарио с канадской стороны расположено общепризнанное чудо света – Ниагарский водопад. В этом неминуемо убеждаются все туристы, ступающие на эту живописную землю. Дословно, грохочущая вода Ниагары считается главной достопримечательностью США. Ежегодно десятки тысяч туристов приезжают сюда, чтобы наглядно убедиться в природной мощи и ее великолепии. Ниагару становится слышно за несколько сотен метров. Перед туристами появляется грандиозное облако водного тумана, увеличивающееся под аккомпанемент шума неспадающей воды. Ниагарский водопад – это не одиночный водопад, а 3 каскада, расположенные на территории Канады и США. Подкова – самый большой водопад, который расположен на канадской стороне. Через него извергается 90% общей водяной массы. Ширина этой части водопада достигает 800 метров. Американский водопад несколько уже, всего 330 метров, а Фото-Невеста – самый узкий из каскадов Ниагары. Именно через него перекинут радужный мост, соединяющий 2 государства. Высота Ниагарского водопада 51 метр в американской его части и 49 метров в канадской, и он существенно уступает высочайшему водопаду планеты Анхелю, но по ширине и мощности он превосходит всех в Северной Америке. За секунду через него проходит 5700 кубометров воды. Общая ширина водопадов Ниагары превышает 1200 метров. Национальный парк Канайма, где находится водопад Анхель, является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Описывая водопад Анхеля, современный путешественник Александр Кленов сказал: «Загадкой остается, откуда водопад питается. Наверху нет ни озера, ни речки, ничего. Только странная растительность, невиданные животные, туман и тишина. Место зачарованное». Общая высота водопада Анхель – 979 метров. Высота непрерывного падения – 807 метров. Скорость падения воды настолько велика, что не долетая до земли около 300 метров, она попросту рассеивается в пыль, создавая впечатление, будто бурлящая, кипящая и мощная струя воды навсегда исчезает в тумане. А внизу, среди бескрайнего океана зеленых джунглей, словно рождаясь из ничего, появляется дивная река Чорон. Водопад Анхель более чем в 15 раз выше знаменитого Ниагарского водопада, а треть всех растений вокруг водопада не встречается более нигде в мире. Невероятной красоты водопад Хавасу находится в штате Аризона в США. Он спрятан от любопытных глаз в глубине отдаленного каньона. Является поистине жемчужиной национального парка Большой каньон. Поражает путешественников изумрудно-бирюзовой водой и уникальной красотой. Высота водопада Хавасу более 37 метров. Одним живописным каскадом падает он с высокого уступа. Вокруг изумрудного ожерелья водопада ярко контрастируют с ним красно-коричневые скалы стен каньона, состоящие из песчаника. В чем же причина такой ярко-голубой воды? Карбонат кальция и магний естественным образом содержатся в водах большой реки Хавасу, которая вымывает его из скальной породы. Именно магний придает воде такой удивительный цвет. Вода круглый год имеет постоянную температуру около 21 градуса по Цельсию. Восхитительные водопады Игуасу – это огромный комплекс водопадов, расположенный на стыке государств Бразилия, Аргентина. Комплекс водопадов Игуасу состоит из множества водопадов, количество которых в зависимости от времени года и напора воды может достигать 275. На всемирном конкурсе, проведенном 11 ноября 2011 года, Игуасу получили звание одних из 7 природных чудес мира.
Водопады образовались после сильного вулканического извержения, в результате которого в Земле образовалась большая расщелина. Возраст базальтовых отложений, сформировавшихся вследствие затвердевания лавы, составляет около 130-140 миллионов лет. Название Игуасу означает «большая вода». Грохочущие потоки простираются почти на 3 километра. Высота большинства водопадов Игуасу составляет примерно 60 метров. Большинство водопадов Игуасу находятся на территории Аргентины, однако наиболее красивые виды открываются со стороны Бразилии, в том числе на водопад Глотка Дьявола. Самый крупный водопад комплекса Глотка Дьявола представляет собой подковообразный обрыв длиной 700 метров и шириной 150 метров. Именно этот водопад служит естественной границей между Аргентиной и Бразилией. Природная достопримечательность внесена в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Каких только тайн и загадок не таит в себе океан. Взять хотя бы Бермудский треугольник, точное объяснение которому до сих пор не найдено. Однако существуют явления, которые не так уж и сложно объяснить, но они тем не менее завораживают своей красотой и масштабностью. Одним из них считается подводный водопад, наблюдаемый возле острова Маврикий в Индийском океане. Водопад располагается возле берегов полуострова Лемарн-Брабант. Надо отметить, что большинство из тех, кто видел фотографии этого водопада, принимают его за обработанное фотошопом изображение. Однако это не так. Подводный водопад, или вернее его иллюзия, явление вполне реальное. Обманчивые ландшафты, образованные коралловыми рифами, намывом песка и иловыми отложениями, приводимые в движение сильнейшими подводными течениями, кажутся причудливыми каскадами, вихревые струи которых опускаются прямо на океанское дно. Красивый и одновременно пугающий водопад находится в национальном парке Калифорнии Йосемити. Называется он Horsetail Fall. Находится этот водопад на восточном склоне горы Эль-Капитан. Каждый год в феврале, всего в течение нескольких дней, обычно водный поток превращается в огненный водопад, напоминающий извергающуюся из вулкана лаву. На самом деле этот природный феномен – зрительный обман, секрет которого сокрыт в отражении лучей заходящего солнца под определенным углом. Светило, пылая огненными отблесками в струящейся с горы воде, создает поистине апокалиптические пейзажи. Необычный эффект длится всего несколько минут. Водопад Лошадиный хвост представляет собой два неспадающих потока. Восточный имеет высоту 470 метров, а западный – 480. Его общая высота составляет 630 метров. Как правило, камни, по которым стекает вода, гладкие и скользкие, но водопад Буатонг ломает этот шаблон. Вода течет по ярусам пористого известняка, прилипающего к ногам, причем так крепко, что подняться на вершину водопада можно совершенно спокойно, не боясь поскользнуться. Водопад Храунфоссар – удивительное явление природы. Произносится название по-разному в различных источниках. Мне больше понравился именно этот вариант. Так вот, это не совсем водопад. Во всяком случае, водопад весьма необычный. Гляньте сами. Полноводный приток реки Хвитау натыкается на лавовое поле, которое в этом месте дырявое, словно сыр, и в этом поле исчезает. А на обрывистом правом берегу реки вода через многочисленные расщелины вырывается из плена. Водопад собирается струящимися тонкими нитями из подземного источника, образуя при этом более 100 ручейков. Падение небольшое, но потоки стекают на протяжении километра. Кровавый водопад в Антарктиде является действительно уникальным и неповторимым местом на Земле. Другого, хотя бы похожего на него, вы не встретите нигде. Казалось бы, откуда в Антарктиде взяться водопаду, если кругом сплошной лед? А этот водопад течет даже при минусовых температурах. Почему же, собственно говоря, он кровавый? За красный цвет отвечает двухвалентное железо, или, попросту говоря, ржавчина, которая на открытом воздухе, взаимодействуя с кислородом, моментально окисляется, приобретая такой красноватый цвет. Источником воды является соленое озеро, которое находится под толщей льда, примерно в 500 метрах. Образовалось это озеро, предположительно, 2 миллиона лет назад.
Тогда Антарктида не была еще покрыта ледником, но когда начался ледниковый период, уровень океана упал, и возникло это озеро с соленой водой, отрезанное от остального океана. Вода испарялась, и резервуар делался все солонее. Теперь же вода в озере солонее воды океана в 4 раза, благодаря чему вода не замерзает и при минус 10 градусах. Одним из самых загадочных, живописных и уникальных природных уголков Румынии можно назвать водопад Бегар. Уникальность этого природного чуда не в мощи или впечатляющей высоте, а в его необычном виде. Кроме того, в 2013 году журнал The World Geography опубликовал рейтинг 8 самых удивительных водопадов мира, где водопад Бегар занял первое почетное место. Местность, где затаился водопад, находится на западе Румынии. Протекающая здесь река Минис встречает на своем пути преграду скалу из известкового туфа, сплошь покрытую мхом. Ее воды окутывают эту скалу и плавно стекают серебристыми струями с 8-метровой высоты снова в реку. Стекающая вода становится похожа на элегантную завесу. Таким образом создается четкая граница водопада, а внутри него формируется такой уютный гротик. Это и есть каскадный водопад Бегар. И выглядит все это фантастически красиво. На границе между двумя африканскими республиками Замбией и Зимбабве в середине течения реки Замбези находится потрясающее чудо света, восхитительный подарок природы – водопад Виктория. Водопад образован резким падением Замбези в узкую пропасть, вырезанную ее водами в зоне перелома земной коры. Многочисленные островки на гребне водопада разделяют водное течение на несколько рукавов. Виктория – это самый большой водопад на планете. Его размеры поражают воображение. Так, ширина водопада достигает более 1700 метров, а высота падения воды колеблется от 80 метров у берегов до 120 метров в центральной его части. Падая, вода образует туман и брызги, которые поднимаются на высоту более 400 метров. Даже на расстоянии 50 километров виден создаваемый водопадом туман. Одним из самых популярных среди туристов местом водопада Виктория является Купель Дьявола. Это естественный водоем, который находится у самого края водопада. Водоем этот имеет скромные размеры относительно водопада. Ширина его всего 20 метров. Особенность же бассейна состоит в том, что узкая перегородка из камней у обрыва замедляет течение и не позволяет потоку воды унести тело вниз. Благодаря этому можно нырнуть в водоем и, облокотившись о камни, насладиться потрясающим видом, открывающимся оттуда. Естественно, лучше всего это делать с помощью гида, который подскажет, в каком месте лучше всего заходить в воду, а также поддержит вас, если потребуется. Камни там скользкие, ухватиться не за что. Ведь по статистике течение уносит до 2 человек в год, несмотря на барьер. Однако туристы пренебрегают опасностью. Осознание того, что совсем рядом с высоты более 100 метров вода с грохотом падает вниз, вызывает невероятные ощущения. Водопад Каитур – один из самых впечатляющих и самых мощных водопадов на планете. Редкое сочетание большой высоты и большого объема воды. Находится он на реке Патара в центральной Гаяне. Высота водопада 226 метров. Каитур приблизительно в 5 раз выше, чем Ниагарский водопад, и приблизительно в 2 раза выше водопада Виктория. Его особенностью считается уникальная комбинация большой высоты и большого объема воды, составляющего в среднем 663 кубических метра в секунду. У подножья водопада Каитур энергия падающей воды создает постоянный ураган. Красивейший четырехъярусный водопад Митчелл находится в регионе Кимберли в Западной Австралии. Суммарный перепад высоты составляет примерно 80 метров. Изумрудная вода водопада и оазис вокруг смотрятся потрясающе на фоне красной земли откоса плато Митчелл. Сам водопад расположен на реке Митчелл в одноименном национальном парке, примыкающем к северной границе заповедника. Большая часть потока водопада Митчелл образована дождевой водой. Интенсивность течения ослабевает с приближением сезона засухи. Водопад Батара в Ливане – фантастическое творение природы. Водопад спадает с высоты 255 метров в огромную известняковую пещеру юрского периода.
Пропасть, в которую он не спадает, известна как пропасть 3 мостов. Своим названием она обязана тому, что при падении в долину поток проходит через 3 естественных моста, каждый из которых нависает над другим. Возраст водопада Батара и пещеры достигает 160 миллионов лет. Однако открыт он был лишь в 1952 году. Образование столь причудливой пещеры произошло благодаря воздействию эрозии. Первым появился верхний мост. Затем его долгое время разрушала эрозия, которая в сочетании с обвалами создала средний и нижний мосты. Природа – это настоящий кладезь волшебства. Еще одним доказательством является удивительное природное явление – каменный водопад Йерва-эль-Агуа, что в переводе с испанского буквально означает «кипящая вода». На вершине водопада располагаются богатые кальцием минеральные источники. Они образуют живописные бассейны, вода из которых время от времени переливается через край. Стекая по скале, капли кристаллизуются, образуя прочные окаменелости. Водопад Йерва-эль-Агуа имеет высоту 50 метров и ширину 80 метров. В штате Теннесси находится удивительное зрелище в виде подземного водопада с названием Робби Фоллс. Эта достопримечательность является настоящей изюминкой одной из пещер этой местности. Водопад Робби Фоллс бьет потоком воды с 50-метровой высоты. Удивительный водный фейерверк извергается внутрь пещеры сквозь отверстие, что образовалось у самой вершины каменного свода. Водопад Робби Фоллс существует не 1 миллион лет, и за время его бытия в результате падения водных потоков сформировалось озеро, где находится кристально чистая вода. Что касается воздуха в пещере, то он всегда свежий, а его температура держится на уровне 10 градусов Цельсия. Водопад Уолламан расположен в Австралии на реке Стони-Крик, которая, в свою очередь, является притоком реки Херберта. Уолламан падает с крутой скалы. Геологическая история этой формации насчитывает около 50 миллионов лет. Водопад Уолламан известен высотой непрерывного падения воды в 305 метров, делающей его самым высоким водопадом Австралии. Общая высота с дополнительными небольшими каскадами составляет 340 метров. Уолламан впадает в водоем общей глубиной 20 метров. Скоугафос – это водопад, чье изображение является визитной карточкой и символом Исландии. Он находится на юге страны на реке Скоуг, берущей свое начало на леднике Эйяфьядлай-Йокюдаль. Его классический живописный вид вызывает восхищение. 25 метров в ширину и 60 метров свободного падения, Скоугафос всегда окружен ореолом брызг и водяной пыли, поэтому в солнечный день возле него образуется красивая радуга. Водопад Палус относится к числу самых красивых водопадов Америки. Его поток на 8 метров выше Ниагарского водопада. Зимой Палус замерзает, а летом его озаряет радуга. Водопад Палус имеет высоту почти 60 метров. С невероятной скоростью он падает со скалы и впадает в реку. В феврале 2014 года он был удостоен звания официального государственного водопада Вашингтона. Плитвицкие озера и водопады – хорватская национальная гордость. Площадь национального парка Хорватии составляет почти 30 тысяч гектаров. Главной достопримечательностью парка является каскад из 16 больших и малых озер, соединенных друг с другом более чем 140 протоками, порогами и водопадами. Ученые считают, что возраст озер более 4000 лет. Открыта и описана эта местность чуть более 400 лет назад. Уникальность Плитвицким озерам и водопадам придает особенность строения окружающих гор. В основном они состоят из известняковых пород, изрезанных трещинами и пещерами. Они опираются на водонепроницаемые скальные основания. Грунтовая и дождевая вода, проникая сквозь поверхностный грунт, насыщается углекислым газом, что способствует растворению известняков. Упираясь в водонепроницаемые слои, вода выходит на поверхность множеством ручейков и протоков, уже насыщенная карбонатами кальция и магния. Это и придает ей необычный, неповторимый цвет. Малицуньяни – река и одноименный водопад в королевстве Лесото, самом маленьком государстве Южной Африки. Высота водопада Малицуньяни составляет 192 метра. Падая вниз с такой высоты, вода разбивается в тысячи мельчайших брызг, разлетающихся заметным издалека облаком.
Омываемый водами Атлантического океана остров Исландия не славится уникальными архитектурными достопримечательностями, дворцами или музеями, но туда ежегодно приезжают сотни тысяч туристов, дабы полюбоваться чудесными пейзажами северной природы – ледниками, вулканами, гейзерами и водопадами. Северо-восточная часть Исландии знаменита на весь мир самым мощным водопадом в Европе – Детифос. Детифос – самый мощный водопад в Европе. В среднем каждую секунду со скалы падает 200 кубометров воды. Хотя в некоторые моменты, например, при таянии снегов или после дождей, этот показатель достигает 500 кубометров. Водопад достигает в ширину 100 метров. Высота одного столба около 44 метров. Самый крупный, мощный, высокий и зрелищный водопад Эквадора – это, несомненно, водопад Сан-Рафаэль. Еще он по праву считается самой красивой достопримечательностью латиноамериканского континента. Водопад рождает река Кихос, воды которой, вбирая в себя еще несколько притоков, попадают в глубокий каньон, превращаясь затем в огромный водопад. Он рушится вниз двойного каскада со 150-метровой высоты. Первый поток высотой 50 метров падает вниз с невероятным облаком брызг в некую чашу из скальной породы. Из нее вырывается второй поток высотой 100 метров с невероятным количеством брызг. Ширина водопада около 14 метров. Грохот водопада слышен еще минут за 15-20 до его места расположения. Водопад Кэмерон расположен в провинции Альберта в Канаде. В июне месяце в национальном парке Уотертон-Лейкс можно увидеть крайне редкое явление, при котором водопад Кэмерон окрашивается в розовый цвет. В весенний период проливные дожди поднимают со дна глинистую горную породу, которая называется аргиллит. Когда свет отражается от этого минерала, вода приобретает прекрасный розовато-красный оттенок. Любой водопад сам по себе зрелище захватывающее. Но есть в мире такие экземпляры, которыми можно любоваться часами. Думаю, именно из таких водопадов и состояла наша сегодняшняя программа. На этом я с вами прощаюсь. До скорых встреч на канале ИР ТНТ.